Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня первое видео в новом 2024 году. Хочу еще раз поздравить вас с Новым годом, с Рождеством, пожелать вам прежде всего здоровья, мира, любви, творческих успехов, вдохновения, чтобы все задуманные планы исполнялись, чтобы вокруг царила доброта, радость. Всех с праздником! Сегодня мое видео будет состоять из одного подключения, чтобы не монтировать видео, так как я на телефоне сейчас не могу сохранять видео. Мне не хватает памяти, и постараюсь снять одним большим таким куском. Если будут какие-то паузы, то простите меня, пожалуйста, но это вот такие технические неполадки могут приключиться. Так, ну с чего начнем? Хочу показать готовые работы, которые я успела выполнить за первую неделю января. Даже не неделю, а 6 дней, наверное. Конечно, работ моих не так много. Сами мы понимаем, все дома, приходят гости, нужно готовиться, общаться с родственниками, с друзьями. И свободного времени на вязание сейчас, конечно же, не так много. Но все равно в перерывах между такими посиделками и приготовлениями у меня есть какие-то свободные минутки. Я эту неделю в основном посвятила носкам и салфеткам. Так, ну давайте начнем с салфеток. Вот эту только что я сняла с блокировки. Эта салфетка связана по описанию Патрисии Кристоферсон и называется так, Амаретто. Размер этой салфеточки у меня получился 29 сантиметров. Я сделала видео, мастер-класс по этой салфетке. Мне осталось только смонтировать и выставить на ютубе. Так что это у меня как анонс будет. Вот в ближайшее время будет мастер-класс по этой салфетке. Видео будет состоять из 2 частей. Не переживайте, я выложу одну часть и потом следом сразу вторую. Все, салфетка у меня связана, готова, и мы вместе с вами вяжем такую интересную, очаровательную салфетку. Посмотрите, какая она красивая. Я вязала ее из ниток Анна 16 крючком 1,25. Много интересных рельефных элементов. Красивая кайма. Прелестная салфетка. Я вязала ее много раз и в розовом цвете, но в видео вы это все увидите. Так, вот первая салфетка у меня готова. Далее связала, точнее довязала, я уже начало показывала в предыдущем видео. Также салфеточка связана по описанию Патрисии. Эта салфетка называется Бренна. И также вязали мы ее на канале. Размер ее у меня в этот раз получился 26 сантиметров. Связана она у меня из семеновской пряжи Ирис Макс. Также крючком 1,25. Очень красивая салфетка. Нарядная, ну, всеми любимая. Я знаю, что многие вязали такую салфетку, она очень популярная. Все дизайны от Патрисии, конечно, впечатляют, очаровывают. Очень красивые у нее салфетки получаются. Так, еще салфеточки связала вот такие маленькие. Вот это, наверное, тоже по Патрисии. Или это серединка от какой-то салфетки, или какая-то малышка. Что-то я уже даже не помню, откуда я брала описание. Может быть, что-то я не довязала, но мне вот нужен именно такой размер, поэтому я или какую-то серединку взяла. Ну, такая маленькая тоже салфеточка. Это все салфетки у меня пойдут в панно настенное. Буду натягивать на кольца. Вот 12 сантиметров. В таком цвете топленого молочка, очень красивая. И все салфетки разные, пряжа, разные оттенки, но хорошо сочетаются между собой. Так, и вот такая салфетка. Эту мы с вами вязали на канале. Номер я потом подпишу, если не забуду, в описании под видео, какой номер этой салфеточки. Тоже связано из Анны 16. Вот размер 14 сантиметров.
Такие небольшие салфетки, они как подставки под чашечку, можно их использовать или под вазочку, куда-то для декорации, может быть, подушечек диванных, ну, кто как придумает. Очень красивые, посмотрите, какие тоже вот эти выпуклые столбики, очень интересно смотрятся. Пушок тут. Вот. Вязать просто, легко, все в видео мы с вами разбираем. И вот такую салфетку мы также с вами вязали. Это салфетка Маргарет, но это уже мое изобретение. Вязали очень давно, и сейчас я посмотрела видео, конечно, как, ну, наверное, 3 года назад, какие у меня были видео. Ну, конечно, связать можно, но качество и звук, и сам ракурс там, конечно, оставляет желать лучшего. Но связать такую салфетку очень даже можно. Также тут много рельефных элементов, такая она ажурненькая. Это у меня связано из... Так, какая пряжа, уже не помню. Не узнаю в лицо. Из головы вылетело, ну ладно. Так, 19,5 сантиметра. Что же это за пряжа? Ой, в голове крутится. Yarn Art Violet. Вот, наконец-то вспомнила. Бывает вот такой. Заклинит и все. Вот такие снежинки у меня. Ой, снежинки, видите, уже про снежинки. Отвлекаюсь. Салфетки у меня связались. И начала сегодня вязать еще одну салфеточку. Эта салфетка также по описанию Патрисии Кристоферсон, называется Memorable. Меморамбле, как-то вот так она, не знаю, как переводится. Так, вот такого приятного светлого, бежевого, кремового цвета. Но оно у меня еще без блокировки. Это только серединка, центр салфеточки. Не знаю, буду я и дальше вязать или вот так. Посмотрю, как будет складываться панно. Это салфетка я вяжу из ниток Макси от Мадам Трикоте. Очень хорошая пряжа, но, по-моему, в России сейчас ее уже не продают. Это у меня из старых запасов. Ну, нитка похожа на виолет. Но в Турции вот мы были этим летом, такая пряжа продавалась. Я вот обратила внимание, значит, ее выпускают, просто в Россию сейчас ее не привозят. Так, вот такая у меня еще будет скоро салфетка. Но эту мы свяжем с вами в ближайшее время. Так что не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Так, все, салфетки я вам показала. Далее, что же я связала? Вот такие носочки у меня новые, готова пара. Вязала их из остатков пряжи. Это мысочек, пяточка и резинка Alize Artisan, а сам носочек, полотно, связан методом Helix из артисана этого же и Alize Superwash Comfort Socks. Вот, они у меня получились разные. Комбинировала остаточки. Очень рада, что извязала весь вот этот цветной моточек. Ничего страшного, что они не одинаковые, все равно видно, что это пара. И очень нарядненькие, такие пушистенькие они у меня получились. Я их постирала уже, сняла вот тоже с блокаторов. Такие они приятные, как-то нарядные. Можно их и для мальчика-подростка, и как женские носочки. Но я думаю, они найдут своего хозяина. Так, размер таких носочков от мысочка до пяточки 23,5 сантиметра. 23 это, наверное, размер 37-38. Паголиночек такой не очень высокий. Вот от края резиночки до пола, как я всегда измеряю, 20 сантиметров. Так что у меня они лежали в недовязах, и я вот наконец-то собралась и доделала эту пару. Я очень рада этому. Так что этот год объявляем бой недовязом. Так, вот такая пара у меня готова. И эти носки я вам также показывала. Долго я не могла никак
за них взяться, точнее продолжить. Я-то вязать-то их начала, но как их довязывать я не могла, никак придумать, не могла ума дать им. Вот. Вязала их из итальянского стока пряжи. Они такие приятные на ощупь, такие прям шерстистые. Видно, что они будут очень теплые носочки. Так, вот эту ниточку мне тут надо спрятать вовнутрь. Вот. И не могла разложить пряжу. У меня шел моток темный-темный, и потом пол мотка шли какие-то прям вообще белесые такие полосы. Я так и не поняла, или это дизайн пряжи такой, так и задумано, или это какие-то непрокрасы, как будто бы такое ощущение, что как на фабрике красим пряжу, все, закончилась краска, и пошли какие-то как проплешины, пробелы. Но в итоге все равно получилось очень красиво. Я вот постаралась, моток мотала туда-сюда, присоединяла, вязала 2 носка параллельно. Хорошо, что у меня эти спицы, 2 набора, вязала на спицах 2,25 миллиметра. Провязала 1 паголиночек, перемотала дальше на темную, 2 паголиночек вяжу. Тут уже пятки, но тут полосочку ставила белую, чтобы хоть было какое-то сходство вот в этой паре. Ну а тут уже совсем вот 1 раппорт, тут уже такого повтора нету. И постаралась, чтобы мысочки также друг с другом сочетались. Все равно темненькие мысочки у меня вот провязала, и уже видно, что это пара, но как-то они так вот повыразительнее. Хотя все равно вот здесь вот белая полосочка, но я решила, пусть так будет, как-то они поигривее смотрятся. Но такие они приятные. Я сама смотрю, муж сказал, все, это мои носки, никому не отдам. Перевел мне на карту 10 тысяч, сказал, все, покупаю у тебя эти носки. Ну нет, я все равно, если найдется покупатель, я ему их не отдам, продам. Ну, посмотрим. Если купит, я буду рада. Ну, нет, значит, муж будет носить. Наконец-то ему какая-то красивая пара достанется. Но если вам нравится, пишите, я вам с удовольствием их отправлю. Так, и размер таких носочков вот 28-29 сантиметров. Но это большой размер, 45-46. Ой, ну какие же они прелестные. Вот эту нитку мне надо сейчас не забыть спрятать. Ну, это просто какая-то красота. Как меня эта пряжа не шло, и вдруг вот у меня какое-то прозрение, озарение, и вот прям носки у меня за день получились, и все, прям я рада, что этот недовяз также у меня наконец-то покончила. Вот, очень хорошие носочки, красота. Вот такие мои готовые работы. Связала носочки, 1 пару, 2, и вот эту стопочку снежинок. Да что ж снежинок говорю, салфеток. Вот видите, снежинки. А почему говорю снежинки? Наверное, потому что у меня уже поступают новые заказы на снежинки. Уже получила я на следующий год. Ну, уже в этом году, конечно, я буду вязать. Ну, к следующему Новому году, я имею в виду, 3 больших заказа и 2 маленьких. Вот. И для этого я заказала пряжу. Вот уже упаковку Коко. Из нее вяжу снежинки. Но этой упаковки мне мало будет. Еще буду заказывать. Ну, пока вот про запас пусть будут. Заказывала на Вайлдберрис. Цвет 358. 100% мерсеризованный хлопок, в 50 граммах, 240 метров. Ну, мы с вами вязали снежинки. В последнее время у меня много видео про снежинки вышло на канале. И вы знаете, из каких ниток я в последнее время вяжу снежинки. Так, и хочу сразу показать открыточки. Они, конечно, может быть, еще уже не актуальны. Вот, заказала. Посмотрите, какие прелестные. Я ссылку на эти открытки, может быть, оставлю в своей группе в Телеграме. Вот один наборчик. Здесь 15 штук, они все разные. Буду также их вкладывать в посылки с заказами. Прелестные. Ну, это, наверное, на следующий год уже. Вот. И вот такой набор. Также мне он очень понравился. Но здесь 30 штук и 10 видов по 3 штучки каждого вида. Очень симпатичные открытки. Мне прям они сразу давно приглянулись. Но вот наконец-то я решила их
все-таки заказать. Такие они миленькие. Я вот люблю с зайчатами. Вот зайчиков я часто вижу, и вот буду эти открыточки вкладывать в посылки. И посмотрите с обратной стороны, какие они красивые. Ну, прелестные. Да. Так, вот такой уже, по-моему, был зайчик. Нет? Или другой уже? Нет, наверное, другой. Вот с этим перепутала. Угу. Так, все, красота. Так, и еще купила я пряжу, но это уже я в магазине оффлайн. Вот, Yarn Art Mink. Мне эта пряжа нужна для ежика. А то я ежика начала вязать, мордочку связала, а вот для шерстки, точнее для иголочек, вот мне нужна была вот эта пряжа. И вот я хочу в ближайшее время связать этого ежика. Ну, покажу вам, если довяжу, ну, в следующих своих видео. И вот такой моточек. Также знаю, что многие мастерицы, вязальщицы игрушек вяжут из этой пряжи. Посмотрите, какая она пушистая. Это Нака Париж. Так, это полиамид и акрил. Такая она приятная, мягкая, чтобы начесывать игрушечки. Игрушки получались пушистые. Но это, наверное, больше для интерьерных игрушек. Но никогда из этой пряжи не вязала и хочу вот попробовать. Вот, буду также экспериментировать. Так что планов у меня на ближайшее время много. Так, еще хотела затронуть тему. Вот у нас Рождество, праздник великий, церковный. И часто возникает вопрос у рукодельниц, можно ли шить, вязать, вышивать в праздники, в церковные и воскресенье. Вот я не знаю, у всех, конечно, разные отношения к этому. Но я даже не знаю, сразу скажу про себя, да, я вяжу. Я не знаю, кто сказал, что нельзя вязать в праздники. Мы же не пашем где-то в поле, там это не тяжелый труд. Нам вязание, наоборот, идет в радость, для отдыха, для удовольствия. Ведь кто-то же собирает пазлы, тоже там, по идее, это тоже как труд нельзя. Но это также отдых, какое-то хобби, которое приносит удовольствие. И я считаю, что нет ничего страшного в том, что мы вяжем. И даже если мы вяжем на продажу, считается, что да, это не работа, а если вяжем на заказ, это уже работа. Мы за это получаем деньги. Но все равно работа не ждет, заказы не ждут. И я сразу скажу, что да, в праздники я тоже вяжу, потому что заказчики ждут своих изделий. И мне хочется также поскорее выполнить и отправить свои работы. Так что я думаю, что это не грех. Я много видео смотрела, читала много статей на эту тему. И батюшки выступали, служители церкви. Но мы же не стираем, правда, пальцы в кровь. Там у нас это не такой, что труд непосильный, который с потом, кровью нам достаются эти изделия. И кто-то марки собирает, перебирает, вот как у меня муж. Но это же тоже он занимается, там раскладывает, к примеру, там заказывает, там, ну, у каждого свое увлечение. И если это в радость, то почему бы и не повязать и в праздник. Ну, конечно, желательно делать это после обеда. Этого я все равно придерживаюсь. Вот завтра у меня будет встреча с клиентом с утра. Я отдаю ему готовые работы. А на семейный обед мы собираемся всей семьей. Приходят мои дети, родственники, родители. Вот, и будем отмечать праздник Рождества. Еще раз хочу поздравить вас с наступающим праздником. Желаю вам всего самого-самого доброго. Спасибо, что смотрите мои видео.
вяжете вместе со мной. Еще раз хочу напомнить вот про эту салфетку. Присоединяйтесь. Буду ждать вас всех на канале. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч.